Привет подписчикам! Не за горами весна. Надо поддержать свой организм. Начать хочу с B1 и с хлорида кальция. B1 внутримышечно, хлорид кальция внутривенно. Ну, показания к применению B1 авитаминоз и нейродермит. Авитаминоз понятно, нейродермит был лет 20 назад, сейчас опять появился очаг на шее. Хлорид кальция, чтобы восполнить дефицит кальция. Это все мне когда-то назначал врач, когда я лечила зуб. После того, как закончу с B1 и с хлоридом кальция, буду колоть B6 и магнезию одновременно. Еще учась в школе, очень часто, особенно по ночам, меня мучили судороги в ногах. Приходилось вставать и ходить. Родители как-то спокойно реагировали, к врачам я тоже не ходила. Потом на работе говорили, что это от недостатка калия, магния. И года 3-4 назад я стала замечать, что помимо судорог в ногах, у меня появились мышечные боли. Вот, например, потянусь за какой-то вещью, и в районе предплечья, в груди, ближе к плечу появлялись мышечные боли. Вот это стало проявляться периодически. И я даже что-то принимала. Ну вот года 3 назад я вспомнила, что мою маму кололи магнезией. Я почитала в интернете, и уже года 3 периодически колю магнезию в сочетании с B6. И, о чудо, судорог в ногах нет, и мышечных болей при резких движениях тоже нет. Жаль, что врачи мне не сделали такого назначения 40 лет назад, сколько я мучилась с этими ночными судорогами в ногах. А еще я тут на ютубе увидела ролик врача, которая сказала, что магний и витамины группы В и С можно принимать без анализов. Магний почти всегда в дефиците. Так что если вы и ваши молодые родственники жалуются на мышечные резкие боли при каких-то движениях, колите магнезию в сочетании с B6. Витамин B6 и магний дополняют фармакологическое действие друг друга. B6 увеличивает концентрацию магния в плазме и в эритроцитах и снижает количество магния, выводимого из организма, улучшает всасывание магния из желудочно-кишечного тракта и его проникновение в клетки, способствует повышению и закреплению внутриклеточного магния. Есть капсулы магний B6, так они раз в 6 дороже, чем магнезия и B6 в инъекциях, вместе взятых. В одну ягодицу B6, в другую магнезию. Магнезию вводить надо очень медленно и очень болезненная процедура, но терпимая. Ради экономии средств я готова перетерпеть эту боль. Просто жалобы молодых людей на здоровье никто серьезно не воспринимает, а обеспечить достаточное количество магния с питанием очень трудно в наше время и с нашими ценами. Да, чуть не забыла. Еще можно сэкономить на одноразовых шприцах. Покупаете один шприц, 2, 5 или 10 граммовый, и 10 инъекций делаете одним шприцом. После укола достаточно прогнать воздух через иглу, иглу аккуратно закрыть. Что касается внутривенного укола, то я промываю кипяченой водой, прогоняя через иглу, прям горячей. Иногда оставляю 1 кубик хлорида кальция и после воды прогоняю хлорид кальция. Надо тщательно это сделать, чтобы в игле ничего не застыло. Кстати, я до этого не сама додумалась. Мне знакомая врач сказала, разным людям нельзя, а одному можно. Ну, то есть без кипячения и так далее. Я так делаю на протяжении 20 лет. Ни разу не было никаких ЧП. Теперь хочу сказать, что все мышечные уколы я делаю сама себе. Что касается внутривенных инъекций, то приходится прибегать к помощи родственников. Я интересовалась ценой мышечных и внутривенных инъекций и была неприятно поражена. Если учесть, что, как правило, курс из 10 уколов, то сумма вкупе получается приличной для нашего кошелька. Я очень сожалею, что я так и не научилась внутривенным уколам. Я совершенно далека от медицины, но, кажется, наступило такое время, когда лозунги «помоги себе сам» или «лечи себя сам» очень актуальны. Всем здоровья и удачи!